Мы сейчас смотрим, как люди громят магазины и воруют там сотовые телефоны. И нам очень хочется объяснить это тем, что им нечего есть, или они хотят это продать и на этом заработать. А на самом деле, может быть, это более сложный процесс, потому что революции, как правило, они возникают не от того, что люди хотят есть, потому что когда люди хотят есть, им не до революции, они хотят есть и ищут еду. А когда их унижают, они находятся в каком-то, ну скажем так, унизительном положении длительное время, то чувство национальной гордости, этот механизм социального сравнения, механизм достоинства начинает срабатывать, причем иногда в очень извращенной, искаженной форме. Поэтому вот социальные психологи, например, очень часто видят проблему подобных конфликтов именно вот в этих межличностных отношениях, которые описываются теорией социальных сравнений, не выделяя экономические какие-то факторы. Именно этим, наверное, объясняется то, что там были люди, которые, ну вот как сегодня мы уже говорили об этом, принимали участие в этих событиях, скажем так, молодые люди из достаточно обеспеченных семей. Но что такое достаточно обеспеченная семья? Это владение магазином, 2, или это владение нефтяными вышками? Везде есть сравнительный какой-то момент. Поэтому, конечно, если огромное количество мигрантов приезжают в страну, и оно, рассчитывая получить, ну, хотя бы что-то в этой стране, позволяющее им сравнивать то, что у них было там и здесь, или сравнивать себя с теми резидентами, коренными жителями, которые в этой стране существуют, рано или поздно подобная иммиграция, она дает определенные вспышки неуправляемой агрессии, недовольства. И поэтому либо культура инкорпоративна, когда она может включить, это позволяет экономические условия и социальные нормы регуляции поведения, и ценности, и стереотипы в обществе, тогда происходит достаточно, ну, более-менее нормальная интеграция людей вот в структуру какой-то культуры. Если эта культура не инкорпоративная, она ставит в очень зависимое, в очень унизительное положение тех людей, которые вынуждены уехать оттуда, где им было плохо, и приехать в какую-то страну. Поэтому здесь тоже возможен момент, который мы бы назвали этническим, но он с точки зрения психологии все-таки является моментом социального сравнения. И фактор этнический здесь является формальным, а сравнение является содержательным. Вот я бы так объяснил. Что делать? На какие кнопки нажимать? На какие кнопки нажимать? Что изменять социально-экономическое устройство Великобритании, да, и России, и арабских стран? Что делать? Что делать Великобритании, тому же Кэмерону и правительству Кэмерона? Что делать в России, между прочим, потому что все-таки и Россию не обошла эта проблема. Я имею в виду наличие интегрантов и нон-интегрантов, то есть людей, укорененных в культуре, и людей, неукорененных в культуре, в социальных нормах и так далее. Вот сейчас по Москве, как выражается наш мэр, новый господин Собянин, он говорит, болтаются без дела иммигранты. Так и правда. И когда кто-то, предположим, будет устраивать беспорядки в Москве, участниками этих беспорядков я, например, вижу не футбольных фанатов московских, а я вижу вот те сотни тысяч буквально людей, которые без дела, без зарплаты, без питания часто, без всего, по сути дела, находятся в нашем столичном городе. Я думаю, размышления наши должны идти не в том направлении, что эти события вызваны не теми факторами, не другими факторами, а именно вот в том направлении, что они вызваны конкретными вещами, новыми, которые появились в эпоху глобализации, когда люди из какой-нибудь афганской глубинки, из какой-нибудь арабской деревни, из таджикского кишлака и еще откуда-нибудь, купив билет на самолет и, используя часто поддельные документы, могут запросто попасть в Лондон, Москву, Париж там, и так далее. И
они абсолютно не адаптированы к этой среде. Они, вот это, пожалуй, самое главное, не следуют тем нормам, тем законоустановлениям, тем, в конце концов, правилам, которые имеют место быть в том же Лондоне, Париже, Марселе и так далее. Для нашей страны сейчас проблема вот таких криминальных бунтов, она не самая главная, даже если они могут возникать. Главная проблема — это непрекращающаяся антитеррористическая операция, террористическая война, которая идет в республику Северного Кавказа. Это возможное открытие второго террористического фронта, если талибы после начала выхода американцев и коалиции из Афганистана усилит свою активность, будут прорываться в Среднюю Азию, в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию, Казахстан. Россия, как участник Организации договора коллективной безопасности, обязана будет вмешаться, чтобы свои границы закрыть, помочь своим соседям. Тогда, может, как только вмешается, получит уже удар террористический второй фронт со стороны как раз вот то, что мы называем нелегальными мигрантами Средней Азии. Вот представьте, если из нескольких миллионов людей, которые нелегально находятся на территории нашей страны, и найдется 1% террористически заряженных, мы столкнемся с целыми дивизиями террористов. Если это начнется, это будет ответная реакция наших правых групп, просто нашего населения по отношению к мигрантам, усилится масса проблем. Но эти проблемы все равно, я считаю, решаемые, и ситуация силовая способна их решить. Но самая главная проблема, которая может возникнуть для России, она не в Британии происходит сейчас, она происходит в Израиле. Массовые, ненасильственные акции протеста, сотни тысяч человек, которые уже всю страну охватили. Там благодаря этнической однородности, конфессионально они это удерживают, не дают, хотя уже в некоторых городах ждут покрышки, уже столкновения начинаются с силами правопорядка. Но вот если, не дай бог, у нас вот это начнется разрастаться на фоне реального финансового кризиса, о котором вчера заявил глава Всемирного банка, что надо ждать самых плохих финансовых, экономических последствий. Это серьезный человек, но выше него нет в экономической элите. Он сказал, что Европа и все страны должны быть готовы к развитию самому негативному финансово-экономической ситуации. Финансовый экономический вызывает социальный эффект. Криминальный эффект всегда отложенный. Он наступает после обострения социальных отношений, тогда потом идет обострение криминальной ситуации. Естественно, наше государство должно быть готово к развитию такому, должны быть алгоритмы действий на разные типы развития ситуации.